понимаешь, что можно артиста уничтожить вот так, 2 секунды. Оплачиваешь СМИ, и тебе пишут все, что угодно. Ну ладно, давай мне там 20 миллионов и забирай эти песни. Сейчас все отсюда уехали. Ты имеешь возможность здесь зарабатывать такое бабло. Они не могут поддерживать войну, поддерживать детоубийство и просто геноцид украинского народа и приезжать и выступать, как ни в чем не бывало. И я просто никогда не смогла бы жить с тем, что я молчу и ничего не говорю. А сейчас происходит карма. Потому что все те концерты, которые отменялись у меня, сейчас отменяются у них. Бронировать отели по всему миру, в том числе и в Узбекистане, легко и просто в приложении One2Trip. Их удобно оплачивать российскими картами и получать кэшбэк до 15%. Вообще, конечно, мы не могли нигде так красиво сесть, кроме как в Ташкенте. На самом деле таких мест очень много. И если у вас будет такая возможность, вам нужно спуститься немножечко вниз и посмотреть. Другая какая-то, более размеренная у вас здесь жизнь? Она кардинально вообще отличается. Если сравнивать с Москвой, да, кардинально просто. Потому что здесь такое ощущение, как будто бы время останавливается. Там все бегут, суетятся, все как-то быстро, скоро, скорее, 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 эмоции, все как какое-то вот такое вот быстрое, быстрое, быстрое. Здесь же наоборот. Давайте мы посидим, попьем чаю, порассуждаем, пообщаемся, поедим плова. Тяжело было переключаться? Нет, потому что я уехала из Ташкента достаточно, уже в зрелом возрасте. И вот этот ритм жизни, он для меня совершенно не чужд. Перед выездом я почитала про вас желтую прессу. Последние новости, что вы ждете ребенка. Угу. Я тоже такое узнала от мамы. А на самом деле? Нет, на самом деле, конечно же, нет. Никакого ребенка я не жду. Это просто была фотография, где мой молодой человек просто... Мой муж. Так муж или молодой человек? Муж. Уже муж. Уже муж. У нас состоялась с ним самая главная свадьба. Эта свадьба была у Славы Полунина на Желтой мельнице. Это было невероятное событие, когда одновременно происходило 400 свадеб на этой мельнице. И Слава Полунин нас женил. Невероятно. В каком году было? Это было в 2018. Какая у вас разница в возрасте? Он младше меня на 11 лет. Вы это чувствуете? Совершенно не чувствую. И вообще он у меня инопланетянин. Знаете, по сравнению с моими мужьями, с их темпер, один у меня был итальянец, сицилианец. Вот. Все они достаточно такие были очень... Один вас бил. Ну, не сказать, что он меня бил, он один раз меня ударил, и я сказала, все, на этом у нас заканчиваются отношения. Так вот, по сравнению с ними со всеми, он очень спокойный, тихий, он очень мало говорит. Но если он говорит какие-то вещи, он может сказать совершенно в точку, совсем немного. И с ним у меня какое-то прям успокоение. Я послушала ваш новый альбом, и он как будто бы весь про такую очень спокойную любовь. Да. Это про эту любовь? В том числе и про эту любовь. Это, конечно, шоковое состояние. Это переход такой резкий вот после всего. И когда я приехала сюда, насколько я была одинока там, хоть мы жили вместе с ним, но я была совершенно одинока. У меня были мои единомышленники, но эти единомышленники были не со мной рядом. Мне казалось,
что меня все совершенно ненавидят, и все способствует тому, чтобы меня просто Россия и Москва, она меня выживает просто всеми силами. Когда я приехала сюда, я сразу вспомнила свою маму, как она меня ласкала и тискала. То есть она меня просто топила в этой какой-то патологической любви. Ровно то же самое стало происходить со мной здесь. Я сразу обрела каких-то замечательных совершенно людей, которые сейчас являются уже частью моей команды. Их немного. Да, потому что за год моего пребывания мы достаточно много сделали чего. Мы записали новые песни, мы выпустили новый клип. Мы готовимся сейчас к большому туру по Европе и по Америке. В сентябре у нас Австралия, Швейцария. Мы сейчас готовим новую программу. Совершенно необыкновенные, талантливые люди, которые чувствуют музыку так, вот как хотелось бы. А муж ваш Каждой какую клеточкой. роль в этом выполняет? Муж у меня, он пришел ко мне в группу, на самом деле, техником. И я порой даже его и не замечала иногда. Ну, вот просто не из-за того, что я звезда, а он техник, а из-за того, что с нашим графиком вообще мало что я вообще замечала и знала, как оказалось на сегодняшний день. Я до сих пор, когда у меня выходят какие-то вещи, я думаю, господи, как же бы я была слепа. Но просто я заметила то, что он проявлял ко мне какое-то особое внимание, и он исполнял функции тех людей, которые просто были в моем коллективе, как, например, охрана, мой концертный директор, которые совершенно не занимались тем, чем они должны были заниматься, а все какие-то ошибочки или какие-то косяки все время поправлял Антон. При этом у нас не было какого-то прям вот контакта, чтобы мы могли даже посидеть, поговорить с ним. Ну, там, привет, пока-пока. Все. Вплоть до мелочей. Открывается дверь машины. То есть он подходит, встречает, там, открывает. Вот какие-то совершенно вот... И он вскрывал вот эти вот ошибки тех людей, которые получали за это деньги, но они не делали то, что они должны были делать. Я это заметила, и это все чаще и чаще и чаще как-то так вот стало попадаться мне на вид. И в конечном итоге мы как-то сели с ним поговорить. У нас была такая долгая беседа, после которой мы решили больше не расставаться никогда. Сейчас получается, что вы дома, а он как будто бы все-таки в гостях. Его родина в Москве. Я ему очень часто задаю вопрос этот. Говорю, Антоша, ты не скучаешь, ты не хочешь домой? Ты кем себя чувствуешь? Чувствуешь себя россиянином, там, русским, москвичом? Он говорит, нет. У меня никогда не было такого. Я говорю, ну как? Ты находишься... Это как совершенно другая планета, можно сказать, да? Узбекистан, Ташкент и Москва. Тебя тянет вот хоть немножко, хоть как-то? Он говорит, нет. Я хочу находиться там, где находишься ты. Можно ли сказать, что наконец-таки вы встретили свою любовь? Любовь у меня была однажды в моей жизни. Это мой муж Фил, с которым я прожила больше 20 лет, и с которым я поняла, что такое настоящая любовь. Любовь, которая была настолько глубокой. И я могу сказать честно, что я до сих пор его люблю и никогда не перестану его любить. У нас с ним дочь для моих детей от предыдущих. Он стал для них отцом. И совершенно не важно, что между нами происходило там после. Все равно это останется моей любовью на всю мою оставшуюся жизнь. Антон, если говорить о том, что люди вот говорят, можно ли любить двоих там или троих сразу, да? Можно. К Антону у меня немножечко иная любовь, но я готова с Антоном встретить свою старость. Это однозначно. А с Филом? С Филом у нас беспрестанное общение. В любом случае, я приезжаю в Нью-Йорк, мы обязательно видимся, потому что мы с внуками. Антон – это моя опора. Я знаю, что Антон настолько преданный человек, что
наверное, редко сегодня можно встретить вот таких вот людей, мужчин. А тем более человек, который тебя младше на десяток лет. А может так получиться, что Антон очень хорошо просто понимает там, про российский шоу-бизнес, про то, с чем вы боролись, что вы потеряли, что вы обрели, и вообще как это все устроено. А Филипп Бользано – это человек вообще из другого совершенно мира. Он итальянец, американец, и он вообще не понимает, какой голос, какой Фадеев, кто вообще все эти люди. На самом деле так и было. Ему долго пришлось вообще объяснять, и какие-то вещи для него были просто дикие для Фила. Антон очень глубоко был в этом шоу-бизнесе. Он знает его от А до Я. Он знает все стороны этого шоу-бизнеса. А Фил до сих пор упрекает меня, конечно, в том, что я знаю, что произошло. Я знаю. Это не голос, это не то, что ты уехала. Это во всем виноват Фадеев. И я говорю, почему ты так считаешь? Он говорит, потому что он сделал все, чтобы ты была с ним в музыкальном плане. Из-за него наш брак распался. Он считает, что если бы я не связалась с Фадеевым, то у нас до сих пор все было бы хорошо. На самом деле это не так. У нас была невероятная просто любовь. Я ему доверяла всецело. Он мне тоже доверял. Мы с ним договорились. Я говорю, слушай, давай я буду работать, а ты будешь сидеть и смотреть за детьми. Он мне говорит, я хочу петь. Хочу выходить там на какие-то мероприятия. Когда меня приглашают, я говорю, тебе никто не мешает. Ради бога, пой. Но потом его немножечко занесло. У него вскружило, видимо, голову количество денег, которые я пересылала. И эти деньги уходили просто не в правильное русло. И хорошо, что мне удалось это как-то остановить. Но я все равно ему все простила, на самом деле. Италия традиционно считается одной из самых важных стран в мире моды, а Рим регулярно входит в десятку самых модных городов мира. И это, конечно, не случайно. Вот здесь, на Испанской лестнице, проходят самые красивые на свете модные показы. И участвовать в них огромная честь даже для самых именитых домов мод. Ну и отсюда, от Испанской лестницы, стартует Виа Кондотти, буквально усыпанная бутиками самых известных мировых брендов. Вообще, расцвет итальянской моды пришелся на период Возрождения. Вместе с подъемом искусства активно росло производство тканей, красок, косметики и предметов роскоши. Ну и дизайнеры того времени, конечно же, стремились в Рим, как в древнюю столицу. Ну и к тому же здесь была резиденция папы, у которого есть деньги, чтобы все это купить. В наши дни индустрию моды двигают вперед не только дизайнеры, но и работники IT-сферы. Одна из их свежих разработок, уже реализованная на практике, технология виртуальной примерочной. Теперь для того, чтобы примерить часы или кроссовки, не обязательно идти в магазин. Достаточно навести на себя телефон с включенным приложением, и нужный аксессуар или обувь появится на экране. А в некоторых магазинах Chanel уже есть волшебные зеркала, которые позволяют менять размер или цвет, искать альтернативу и даже платить, не выходя из примерочной. Получается такое тестирование образов. Проверка вообще важна в разных сферах, но особое внимание ей уделяют при создании вот таких вот высокотехнологичных решений. Узнать об этом больше можно на бесплатном курсе от образовательной платформы «Нитология», тестировщик, быстрый старт в IT. Нитология больше 12 лет помогает найти профессию по душе, освоить необходимые навыки и получать удовольствие от работы. Над каждым курсом, а их больше 350 от графического дизайнера до продакт-менеджера, работает большая команда, которая ориентируется в трендах рынка и знает о потребностях и требованиях работодателей. Все это касается и бесплатного курса по тестированию, на котором вы узнаете, что представляет из себя эта профессия, сколько зарабатывают тестировщики без опыта, как найти первую работу, как вообще стать тестировщиком и какие навыки развивать. Вы выполните реальные задачи специалиста и поймете, подходит ли вам эта работа. Важно понимать, что тестировщику, то есть тому, кто проверяет сайты и мобильные приложения и ищет в них ошибки, не требуются знания по программированию или техническое образование. Зато эта работа дает все преимущества цифровой профессии, возможность работать удаленно, достойную оплату и востребованность на рынке. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и регистрируйтесь на бесплатный курс тестировщиков «Быстрый старт в IT».
А по промокоду Гордеева вы получите скидку на платные курсы нетологии. Мы здесь второй день, и я все время где-то в магазине, в кафе, на улице встречаю людей, которые уехали из Москвы. Нам сказали, что около 100 тысяч бежавших из России от мобилизации молодых людей здесь живет сейчас в Узбекистане. Мне кажется, что и больше. Первые месяцы я просто поражалась тому, что я вот шла по улицам, и я видела, что шли молодые ребята, молодые девочки, москвичи. Ну, то есть это видно были, что это приезжие люди. Они как-то интегрировались сейчас в местную жизнь? Я думаю, что у них нет другого выхода. Если, грубо говоря, ты ходишь здесь, соблюдаешь все законы и не борзеешь, и не пытаешься привозить сюда свой самовар, все нормально, все хорошо. Тебе будут рады. Тебя накормят, напоят и приютят, и все. Но если, не дай бог, наш народ почувствует, что что-то тут происходит не так, будет катастрофа. Для людей, которые никогда не были ни в Узбекистане, ни в Ташкенте, что самое важное люди могут здесь посмотреть? Я считаю, что все-таки вот это место, оно одно из важных. В 1966 году в 5 утра свершилось такое чудовищное землетрясение. Баллы были не такие высокие, но дома были сделаны из неустойчивых материалов, глиняные дома, например. Практически можно сказать, что Ташкент сравнялся с землей. Очень много людей погибло. Моя мама была свидетелем этого землетрясения. Все Закировы жили, у них был огромный двор, у них был 1 этаж всего. Мама говорит, я помню, когда началось это землетрясение, мама нас, говорит, схватила и говорит, идемте все во двор. Дом не пострадал, но в основном огромное количество людей пострадали. На строительство нового Узбекистана приехали люди практически со всего мира. Вот в память об этом событии воздвигли вот такой вот памятник, который олицетворяет, мы противостоим землетрясению, да, и что бы ни случилось, мы защитим. Вот держит женщина ребенка маленького в руках. А вот камень, который действительно треснул именно в 1966 году. Это настоящая трещина. Вот, смотрите. И здесь горячий так. Прям обозначено 26 апреля 1966 год. Дом мой совсем недалеко. Прибегали сюда с детьми. Мы бегали здесь вокруг, лазили. Вот там вот ползали. И для нас это было просто великое счастье. Привет! Привет! Ты до сих пор здесь живешь? Да. Вот в этой же квартире. Такая, я помню тебя, вот такие рыжие волосы, вот здесь вот у тебя две такие, как... Ну, это ты совсем говоришь. Надо как же. мама? Хорошо, спасибо. Всё Она хорошо? у меня живчик прям. Молодец. 85 лет. Да ты чё? Да. Я Она у маму меня сестру бегает была. такая в джинсах, в маечке. Как у тебя? Слава богу, все хорошо. А сейчас кто в квартире в моей живет? Тетяла, блондинка такая, женщина лет 70 ей. Все так же, стенка твоя стоит, и люстра твоя висит. Ой! Прикинь? Да ладно. Ой. Вот так выглядел советский Узбекистан, советский Ташкент во времена вашего детства? Сейчас немножко это все выхолощено. И дом тоже подреставрировали. И все как-то стало аккуратнее. А как было? А было вот этот вот мусоропровод. Вы знаете, да? Вот, то есть ты можешь спуститься, выбрасывать мусор вот в эту трубу. Да, и ты открываешь, летит, туда выбрасываешь, закрываешь. Выбрасываешь, закрываешь. Здесь она у нас открывалась. Неповторимый запах. Неповторимый запах, но он почему-то нам, детям, тогда он нам совершенно не мешал. Больше скажу. Вот эта вот куча мусора, и там был шланг с водой, с ледяной водой. Мы забегали туда еще пить из этого шланга, а потом этим шлангом еще вот так обливались.
Вот. Здесь, конечно, очень изменилось все. Не было вот этих вот построек. Здесь было прям такое большое-большое поле. Ну, я не знаю, но метров, наверное, 20-30. И потом уже стоял забор, за которым была табачная фабрика. И роддом. Кстати, табачная фабрика и роддом были прямо рядом. Вот этот вот забор, там был такой немножечко подъем. Все это было прям вот в траве. И там стоял большой, огромный дуб, вот, где у меня был свой домик. Я очень любила туда залезать и сидеть, там что-то выдумывать, какие-то стишки там писать. Даже порой, когда не было детишек, никто не выходил на улицу, я любила выходить одна гулять. Вот в этих, к сожалению, я не знаю, здесь вот так все красиво огорожено, но здесь вот были прям вот росли деревья с вишней, в общем, чего там только не было. Цветы, айва, яблоки. Сейчас всего этого нет. Двери были открыты везде. То есть мы могли забегать, бегали, играли, могли забегать, там, попить водички, поесть чего-нибудь. Вот. И, конечно же, я вот здесь вот делала концерты для своих соседей, танцевала, пела. То есть я из дома выносила простыни, пододеяльники, чтобы проводила вот здесь вот веревку, вот, делала занавес. Всех детей, которые здесь были, все мои друзья, я их всех, значит, им давала роли. Мы ставили спектакли. В какой-то момент эти дети, кто-то: я не пойду, я не буду выступать, я не буду. Я говорю: будешь, ты мне весь спектакль заводи. Ну, то есть я это принимала настолько серьезно. И мои соседи просто были уникальны. Каждый из них, наверное, можно было снять фильм. У нас здесь жил вот на первом этаже дядя Макар. И у него... Это я гляжу на вас, вы или не вы, это я вашу квартиру. Это я! Это вы в моей квартире живете. Здравствуйте. Здравствуйте. С удовольствием. Спасибо. Спасибо. Привет. Наргиз, привет. Спасибо. Здрасте. Как дела? Хорошо, Всё спасибо. Спасибо. Вы хотите подняться в свою бывшую квартиру? Честно говоря, нет. Не хотела бы. Почему? Знаете, я сейчас нахожусь на какой-то такой грани, и я думаю, что люстра та же стоит, и мебель та же до сих пор стоит. Я не могу, мне тяжело эмоционировать. Я только сейчас начинаю немножечко как-то себя вытаскивать из вот этого состояния. В 95-м году вы уезжаете отсюда с мамой и с дочкой. С мамой, с папой и с маленькой дочкой, уже с 5-летней, да. И я беременна на 7-м месяце с сыном. Самой главной причиной, почему мы уехали, потому что мама пережила рак. Мы вообще думали, что мы ее теряем. Ее прооперировал очень хороший специалист, доктор Шейк. Я до сих пор помню его фамилию. И он сказал, что это чудо, что она осталась жива. Но я думаю, что вам лучше, наверное, переехать. Если есть такая возможность, переехать в страну, где смогут правильным образом наблюдать ее, и мама будет в порядке. У нас была возможность переехать в Америку, так как у моего папы и брат и родственники жили уже там. Мы приехали туда, и мама стала получать правильное медицинское обслуживание. И сейчас, слава богу, она бегает. Как интересно, папы нет, да, мама жива. Да, да. Папы нет, и папа ушел у нас очень быстро, и мы совершенно даже вообще не поняли, что произошло. К сожалению, обнаружили очень поздно рак легких. Уже была последняя стадия. Со дня, как его забрали в госпиталь, нам сказали, он проживет 4 дня. Но прошло 6 месяцев. Через 6 месяцев он ушел. Успели попрощаться вы по-настоящему? Нет. Я знала, что этим все закончится. Он лежал в хосписе,
Мы с мамой приезжали к нему, там, предположим, я посижу у него какое-то время, потом приходит моя мама, а ночью он остается один. И вот перед тем, как он умер, он говорить не мог, потому что у него стояла вот эта трахеальная трубка. У него были открыты глаза, он был совершенно в сознании. Все, я говорю: пап, я пойду. Он на меня смотрит, так вот держит и за руку. И губами мне говорит: уходи. Мол, не уходи, я умру. Я говорю: пап, ты не умрешь, все нормально, все хорошо, я к тебе завтра приеду, все нормально, пап, пожалуйста. Он говорит: не уходи. И вот так держит меня за руку. Я говорю: пап, а я очень была уставшая, потому что мы с мамой просто не спали. Вот, я говорю: сейчас приедет мама. Он отпускает мою руку и смотрит на меня такими глазами, что, я не знаю, мне было странно, наверное, когда папа в полном сознании, видя его взгляд, говорить ему: пап, прощай. На следующий день нам сказали, что он умер. Вот. Я ему не сказала: не прощай. То есть у меня даже осталась какая-то вина, честно говоря, после этого, потому что он просил меня остаться. Смотрите, как причудливо жизнь сделала круг. Вот в 95-м году вы отсюда уехали, сейчас в 2023-м мы снова здесь. Мы снова здесь, да. О чем за этот круг вы больше всего жалеете? Совершенно ни о чем. У меня вообще ничего нет в моей жизни, о чем я могла бы пожалеть. Я бы уехала в любом случае. Все произошло так, как должно было произойти. Вообще в моей жизни все складывается так, как нужно. У меня очень сильный ангел-хранитель, который меня просто берет, оберегает и берет из какой-то совершенно чудовищной ситуации, которой, казалось бы, выхода нет. И меня вот так берет и легкой рукой отводит. Но если я вас спрошу: Наргиз, где ваш дом? Здесь, в России или в Америке? Что вы мне ответите? Не, в России точно, потому что я там так и не прижилась, хотя очень пыталась, не смогла. Мой дом, я не могу сказать, что это здесь или в Америке. Мой дом там, где мне уютно, хорошо, тепло. Я не могу сказать о том, что мой дом там. Здесь я родилась, и здесь совершенно какая-то чудесная и невероятная энергетика. Я здесь начинаю оживать. Я не думала, что я сюда приеду. Я никогда не думала о том, что я окажусь здесь, и вообще я пущу корни, и здесь мне будет так хорошо. С кем-то из артистической тусовки, из артистического мира в России вы общаетесь? Нет. Вообще? Вообще, на самом деле у меня не было как такового общения ни с кем из артистической тусовки, за исключением, может быть, только Шуры, Саши. Мы с ним периодически созванивались, я там спонтанно могла приехать к нему на день рождения, например. Soulmate такой мой был. Мы могли просто списаться, посмеяться. Он с потрясающим чувством юмора. Вот, пожалуй, и все. Я даже не... Скажу больше, Катя, я никого не знала. Вот у меня до сих пор сейчас спрашивают: а вот расскажите, Наргиз, а вот там какая-то там кто... неважно, называют артистку. А она вот какая? Я говорю: а я не знаю. Как не знаю? То есть для людей это очень странно, что я не общалась ни с кем и не знала даже кого-то. То есть друзей в Москве вы не нажили? Нет. У меня есть один человек, это моя подруга. Она останется мне подругой на все мои времена, оставшиеся до конца моих дней. Она сейчас до сих пор находится в Москве. Есть причины, по которым она не может оттуда выехать, но очень хотела бы. Но я думаю, что я ее все равно оттуда заберу. Вот. Это преданный человек мне, который... Просто вообще я таких людей в своей жизни не встречала. Если вы говорите, что в Москве остался только один человек, который вам дорог, выходит, что все эти годы были прожиты там напрасно? Нет, они не были прожиты напрасно. Москва это событие в моей жизни. После проекта «Голос» началась настоящая гастрольная деятельность. Ну и карьера такая. И карьера, да. Я набралась такого опыта.
Конечно, попав и поняв, что такое российский шоу-бизнес, вот возвращаясь к тому, почему у меня не было друзей, я себя очень сознательно отделила от него. Я жила сама по себе, шоу-бизнес существовал сам по себе. У меня были какие-то свои принципы, свои правила, по которым я не соглашалась там, на те или иные какие-то предложения, вот, которые противоречат совершенно моей природе и противоречат тому, что, собственно, кем я являюсь и что я делаю, ради чего я творю. И я была готова идти на то, что мне прикрыли совершенно все. В конечном итоге так все и произошло. Постепенно мне просто перекрывали кислород. То есть вы считаете, что проблемы, которые у вас были в России, связаны с вашей принципиальностью? Да. Как артиста? Абсолютно. Если ты в этой обойме, да, грубо говоря, значит, ты никак по-другому в ней не задержишься. Ты должен лицемерить, ты должен предавать, лгать, давать, я имею в виду спать с тем, с кем либо тебе скажут, либо я не знаю что. А может быть и со многими тоже. То есть все вот эти вот низменные совершенно, абсолютно поганейшие качества, ты должен ими обладать. Для меня это было просто какой-то дикостью, и я сказала: нет, ребят, я не буду всего этого делать, я не смогу просто. Это сразу вы сказали или постепенно? До того момента, как я начала работать с Фадеевым, я с этим не сталкивалась, потому что я была сама по себе. Но я поняла, что самой по себе в любом случае тебе не дадут там быть. Тем более, если ты самобытный, не такой, как все, обязательно должен быть над тобой какой-то покровитель. И если ты не находишься под кем-то, который может прийти и сказать, там, то или иной артист, вот он будет выступать там-то, там-то. Тебя не будет ни на радио, ни на телевидении, тебя не будет нигде вообще. А приведите конкретный пример. Ну вот конкретный пример. Я была в продюсерском центре у Макса Фадеева. Пока я была в продюсерском центре, мои песни ротировались на радио, все было замечательно, все было хорошо. Но и как-то очень странно, то есть там была такая четко выработанная какая-то линия, по которой я должна идти. Шаг влево, шаг вправо – нет. Как только я разорвала контракт, все. Радиостанции, организаторы концертные просто вот по одному кличу мне закрыли совершенно все. Но вы же потом сотрудничали с продюсерским центром Дробыша. Он не менее важная фигура, чем Фадеев? Он не менее важная фигура, чем Фадеев, но Фадеев... Фадеев круче Дробыша? Нет, он не круче. Там уже не шоу-бизнес. Там уже стояли люди повыше, ближе к власти, которые были при Фадееве, например. И он, жалуясь им, они вершили все, что нужно. То есть, получается, что у Дробыша таких покровителей нет? Нет, у Дробыша есть такие покровители. Кать, все дело в том, что я очень сильно доверяла Дробышу, но были какие-то моменты, где он мне сказал: все, у тебя будет все хорошо, не переживай, там все. Но были какие-то моменты, которые меня ставили под сомнение. Например, приходили, там, предположим, просить интервью там, с какого-то канала или еще что-то. Он давал согласие. Мне позвонили и сказали о том, что, мол, типа, мы хотим снять программу с вами, мы вам даже заплатим. Мне заплатили, приехали, мы целый день снимали эту программу. В конечном итоге эта программа не вышла. А потом мы узнали о том, что Фадееву нужна была просто информация. То есть он был ради того, чтобы черпнуть какую-то информацию от меня, он был готов, чтобы эти люди... Там был однозначно договор. А вы могли дать интервью без согласования с Фадеевым или без согласования с Дробышем? Без согласования с Дробышем, да. А без согласования с Фадеевым? Нет. Не так говорил о том, что нет, ты не пойдешь. Он там звонил, мы по несколько часов говорили, он мне говорил: зачем тебе это надо? И, естественно, сразу начинал
на того человека, который хотел там, то или иной человек взять интервью, начинал выливать просто ушат грязи. Ты не знаешь, я знаю все, я знаю всех. В интервью с Ирой уже... Шихман она рассказывает предысторию вашего интервью, что накануне предыдущего интервью ей был выставлен контракт, Да. по которому она должна была согласовывать финальную версию интервью, поэтому она отказалась. Это было сделано за вашей спиной, получается? Я об этом не знала, а потом Ира мне про это просто рассказала, и все. Если бы вы просто пошли бы на интервью к Шихман без контракта с Фадеевой, что бы было? Я думаю, был бы скандал. Был бы скандал. Ну, это ерунда. Он бы... Нет, это ерунда. Я скажу больше, этих скандалов было много. И в конечном итоге я приняла такое решение уйти. А что вас там держало? Репертуар? Не репертуар, а надежда. Я все-таки надеялась на то, что может быть какая-то совесть, творческая совесть, может быть, какая-то. Потому что человек, давайте, скажем прямо, что он запел тогда, когда появилась я. Раньше он не пел и не выходил на сцену, ничего. Я думала, Господи, как хорошо. Он раскрылся, сейчас мы начинаем петь, вот все будет хорошо. Нам очень сильно мешали. Мешала его любовница, мешала его помощница. Там какая-то была очень, очень сильная ревность. Хотя отношений у всех было почему-то... У вас не было романа разве с Фадеевым? Вот это второй человек, который меня... Потому что первый раз об этом спросил Манучаров, Слава. После интервью мы вышли с ним покурить, и он мне говорит, слушай, а что происходит с Фадеевым вообще? Я говорю, я не знаю. Я говорю, Слав, у нас ничего не происходит. Как? А у вас разве нет отношений? Не было романа? Я говорю, нет, Слав, у меня не было. Да ладно. Потому что он не ведет себя как покинутый продюсер. Он ведет себя как покинутый женщиной мужчина. То есть у вас на спине есть татуировка с ним? У меня есть татуировка, но это совершенно не означает... Женщины не делают татуировки с посторонними мужчинами? Нет, делают. Я на него не смотрела как на мужчину совершенно. Я была влюблена в него как в творческого человека. С Фадеевым не получилось, с Дробышем не получилось. Почему Кто не сейчас? получилось? Нет, с Дробышем не то, что не получилось, но все выглядело как-то очень странно. С Дробышем у нас не было такого контракта, как с Фадеевым. Я не знаю, работала бы дальше я с Дробышем или нет, но все дело в том, что я давно собиралась уехать из Москвы. Это началось все в 2018 году, когда я расторгла контракт. У меня уже были помыслы уехать, потому что любыми способами, любыми путями пытались просто меня уничтожить. Я не говорю сейчас даже про прессу, потому что пресса – это... Мне потом рассказали о том, что Фадеев занес туда очень большую сумму денег. У него есть специальный план, по которому он действует и уничтожает вот этих вот бывших артистов. Я в силу того, что я мятежник такой, и я никогда не сдаюсь, не встаю на колени, я думаю, нет, такой ты дяденька интересный. Нифига подобного, ты меня не уничтожишь. Я буду продолжать работать, потому что у меня очень большое количество моих поклонников. Вот, и они меня любят, искренне любят. Это был стресс за стрессом. Стресс за стрессом. У меня посидела вся голова. У меня стало сдавать здоровье. Плюс звонки с угрозами. И причем звонки эти не от каких-то незнакомых людей, а там была совсем поганая история с моей подругой. На самом деле она была мне не подругой, она была вхожа в мой дом, она оставалась у нас ночевать, она была женой композитора и аранжировщика, который работал у Макса. Как оказалось, она просто была со мной рядом для того, чтобы собирать информацию, потому что Максу нужно было знать, где я, куда я пошла, что я ем, что происходит. И я ей рассказываю совершенно все, доверяя и думая о том, что она моя близкая подруга. Так вот, позвонила она ко мне после интервью с Шихман и сказала мне о том, что Макс сказал, что если ты не заткнешься, он тебе сломает ноги и тебя вообще уничтожит. Я слышала очень, то есть от многих людей, что он расправляется с людьми, с бывшими артистами, вплоть до физической расправы. Одна девушка, молодая девушка, умерла. И неизвестно, при каких обстоятельствах. Что это очень серьезное обвинение. Обвинение должно быть доказательство. Давайте тогда имя назовем. Да, кто? Что? Имя девушки, которая умерла. А вот давайте посмотрим. Я забыла. У нее какой-то был псевдоним такой.
Это судебное, то есть у них было судебное разбирательство, это еще было на программе «Прямой эфир», по-моему. Антош, иди-ка сюда на секунду, а? Как эту артистку звали, ты не помнишь? Прогугли, посмотри, судебные тяжбы, с которой были у Фадеева. Так как зовут певицу в итоге, которая умерла, как Про вы это говорите? мне рассказали про эту историю. Самое страшное, знаете, в чем? Самое страшное в том, что о его коварности и на что способен этот человек знает весь шоу-бизнес. Об этом знают абсолютно все, до единого, до всех мелочей. Мне одна певица, я не буду говорить, кто это, она мне сказала: он доиграется, мы все соберемся и расскажем, как он нас, 14-летних, насиловал. И я говорю: а почему вы все не восстанете, не скажете? Почему? Мне почему-то казалось, что вот сейчас, вот после моего ухода, наверное, все как-то встанут, начнут что-то говорить. Ой, нет, не надо. Смерть и изнасилование – это очень серьезное обвинение. Должны быть имена, должны быть какие-то факты. В том-то и дело, что по поводу смерти я записывалась в одной студии, и человек, который там записывал нас, он сказал о том, что, ой, это, говорит, страшный человек, он девку погубил, она умерла из-за него. Кто? Груя, певица Груя. Вот. Она умерла, молодая, совсем внезапно, и никто не знает. То есть сказали просто лейкемия, и она ушла. Но на самом деле это он. И Антон спросил: а ты, говорит, можешь поподробнее? Он говорит: я потом расскажу. Мы потом так и не встретились и не разговаривали. Однажды на каком-то мероприятии я встретила Сосо Павлиашвили, и он мне говорит: беги от него, он сатана. Ну, то есть все люди просто при только упоминании его имени у них менялось просто у всех лицо. Но никакой солидарности, какой-то помощи там в мою сторону ничего не было. Потом мне написала еще одна артистка, тоже не буду говорить кто. Наргиз, здравствуйте, мы с вами не знакомы, но я хочу вас предупредить, что он будет вам мстить всегда, до конца своих дней. Будьте к этому готовы, держитесь, вы сильная. А когда я пришла к нему в лейбл, он мне делился историями и рассказывал о том, как у него выстроена тактика уничтожения артиста. Он говорит: ты знаешь, что можно, мол, типа, артиста уничтожить вот так, 2 секунды? Я говорю: в смысле уничтожить? Просто-напросто оплачиваешь СМИ, и тебе пишут все, что угодно. Алкоголик, наркоман, спился, скурился. Я говорю: что, серьезно? И я не знаю, для чего он мне это рассказывал. Может, он пытался меня предупредить, что если вдруг ты рыпнешься, то, значит, будет вот так. А я у него спросила по поводу Иракли. Я говорю: слушай, Макс, а вот у тебя был певец Иракли. Где он сейчас? Он говорит: ой, он наркоманился. А где он сейчас? Да, исчез куда-то. Он бомж, там что-то такое было. То, что он творил вот с этими вот артистами, меня все время предупреждали: будь осторожна, Наргиз, будь осторожна, мы за тебя волнуемся, мы за тебя переживаем. Сказать о том, что я боялась, что он со мной что-то сделает, нет, я не боялась. Я не из тех, которых скажешь там цыц, будет сидеть и молчать. Нет, он смог уничтожить кого-то, меня он не уничтожит. Я выдерживала очень долго и очень долго верила в то, что вот сейчас все изменится. Сейчас будет все по-другому. А еще, что меня очень сильно коробило, это патологическая какая-то ложь, которая лилась из него. Вот эта история, кстати, про «я ненавижу эти рожи», он якобы дал такой комментарий, что якобы я сказала так. Я расскажу одну историю, что он мне говорил о том, что он этого не помнит, потому что человек, который врет, он забывает, он пересказывает одну и ту же историю, но совершенно в других каких-то интерпретациях. Был такой случай, когда у меня вышел с ним спор. Я говорю: Макс, почему ты не хочешь какие-то сделать роковые вещи такие? Нету, эта ниша не заполнена.
Здесь нет никого. Здесь есть русский рок, который я не понимаю, что это вообще за рок. Сори. Но давай делать что-то интересное. С твоей музыкой, с моей подачей мы можем что-то экспериментировать. Он мне говорит: Наргиз, ты видела, кто к тебе на концерты ходит? Ты эти рожи видела? С этими золотыми зубами и вот эти вот тетки с прическами. Ты эти рожи видела? Говорил он мне. Я говорю: Макс, но помимо этих людей еще есть, наверное, какие-то, не все же такие. Он говорит: большинство. Мы живем в быдло-стране, Наргиз. Открой свои глаза. Когда я услышала вот этот комментарий, что он сказал: да, она ненавидит Россию, она мне сказала, что она ненавидит эти рожи. У меня аж разболелся живот в эту секунду. Я думаю: Господи, это же его были слова. И вот эта ложь, она вот этой ложью пропитано все абсолютно. Но в итоге ни одной песни, которую он писал для вас, теперь в вашем репертуаре нет и быть не может. Как это нет? Все они у меня есть. И быть может, еще как. Но он же запретил. Но он может запрещать на своей территории все, что угодно. То есть здесь вы можете это петь, и он вам ничего не сделает? Он мне не может ничего сделать. Во-первых, начнем с того, что у нас как таковой бумаги даже, подписанной с печатью, о запрете нет. Он мне прислал просто бумажечку, на которой перечислены все эти песни. Он сказал, что эти песни под запретом. Вы не можете эти песни исполнять. В России вы их не исполняли? А в России я не могла их исполнять. Сейчас я их исполняю, и буду я их исполнять. Не потому, что я хочу ему сделать назло. Или не потому, что если сейчас у меня этих песен не будет, значит, ко мне на концерт никто не придет. Нет. А потому что эти песни очень любят. Я хочу, чтобы они жили. Этически вам кажется это приемлемым? Да, потому что он меня оболгал. Он превратил мою жизнь в ад в этой стране. Он сделал все для того, чтобы я возненавидела эту страну. Он справился с этим. В сговоре с ним один из организаторов моего тура кинули меня на огромную сумму денег, из-за чего я судилась. Мы, в принципе, выиграли суд, но эти деньги я так и не получила. Это $40 000. То есть со мной просто не расплатились. Почему я должна думать о том, что это этично или неэтично? Ну, все-таки песни – это не сапоги. В его случае сапоги. Потому что он этими песнями очень некрасиво вел себя. Он пытался звонить Вите Дробышу, когда я была с ним уже в его лейбле, и говорить: ну ладно, давай мне там 20 миллионов и забирай эти песни. Витя мне говорит: ты хочешь? Я говорю: нет. Мы новые напишем и новые будем петь. Ради бога, не хочешь, не надо. Потом: ладно, дай мне 10 миллионов. Нет. Потом он звонил к Вите и просил: слушай, давай мы будем с тобой сопродюсерами, Наргиз, вдвоем. Витя мне опять сказал: ты хочешь? Я говорю: нет. Человек уничтожил меня в глазах моих российских там поклонников, зрителей и людей, которые приходили на мои концерты. А они ему поверили. Что за лейбл выпустил сейчас альбом? И кому вы теперь принадлежите, и кто вам пишет песни? Так, принадлежу я сама себе сейчас. И в совсем скором времени я открываю свой собственный лейбл здесь. Альбом мой написан очень талантливыми ребятками. Здесь их просто такое множество. Вот. Тексты тоже один и тот же парень написал. Аранжировки сделал мой нынешний теперь уже директор моей команды. У нас собралась просто замечательная группа. Мы немножечко ушли в этническое такое ответвление. Песни будет и в русском варианте, будет в английском варианте обязательно. Также сейчас я готовлю песню на украинском языке. А кому вы будете петь песню на украинском языке, если у вас запрет на въезд в Украину? А кто вам сказал, что у меня запрет Вы на выступали въезд? в Крыму, и у вас запрет на въезд в Украину. Нет, у меня был запрет на въезд в Украину, но потом этот запрет сняли. Когда? Когда к власти пришел Зеленский. И вы с тех пор были в Украине? С тех пор я не была в Украине. У меня должны были быть концерты в Одессе. Фадеев меня отговаривал: не надо там туда ехать, там нацисты, там фашисты, тебя там убьют, изнасилуют, и черти что, в общем, он мне это все это говорил.
концерты срывались. Ну, то есть он не пускал меня туда. А что касается Крыма, когда я приехала в 2013 году на проект «Голос», я из категории тех людей, которые не любят говорить о спорте и о политике. То есть все, что угодно. Мы можем говорить на любые темы, но только не политика и спорт. Почему? Объясню. Я живу в Соединенных Штатах Америки, где меня, в принципе, устраивает совершенно все. Где эта страна меня любит, делает все возможное для благополучия меня, моих детей, моей мамы. Что происходит там на верхах, это совершенно не мое дело. Естественно, как человек, мятежник, если бы меня что-то не устраивало, я бы, естественно, ровно так же выступала бы против власти. И я имею на это полное право, потому что у меня есть свобода слова. И политикой я не интересовалась, и мне было вообще неинтересно ничего, кроме музыки. Приехав в Россию, я не понимала и не знала вообще, что происходит. Я слышала в каких-то разговорах о том, что в Украине нацисты. Вот это вот я слышу. Украина – фашисты. Хотя я всю свою жизнь восхищалась всегда Украиной и украинскими артистами, украинской культурой, украинскими мужчинами. Они безумно красивые, женщинами. И в каких-то интервью, когда я говорила о том, что там, какие артисты вам нравятся, я начинала перечислять. Я говорю, «Океан Эльзы». Так, но это Украина. Я как-то вот не делила это все. Но потом, вот в 2014 году, когда все это происходило, я об этом совершенно не то, что... Я даже не интересовалась. Я не знаю, можете меня считать... Может быть, это стыдно не знать. Но для меня было это не стыдно не знать. То есть я приехала в страну... Что Крым был Украиной, стал Россией? Я знала, что Крым всегда был Украиной. У нас там жил друг дяди Лёва. Они были украинцы. Они разговаривали на украинском языке. Вот. Для меня Крым всегда считался Украиной. Всегда. И когда он становится российским, вы едете туда выступать с концертом? Нет, я еду туда выступать, как в Крым. Я совершенно не знаю, что там происходит. Какой он, российский, не российский. Я в это не вникала. Я же говорю, что, может быть, мне должно быть за это стыдно просто. Я не хотела внедряться вообще ни во что. Потому что я не политик, я вообще в этом не разбираюсь. Сейчас наверняка в меня полетят камни, но живя в Соединенных Штатах Америки, у меня не было абсолютно надобности разбираться и бороться за что-то. Я приехала созидать. Я приехала в Россию только потому, что когда я проходила мимо телевизора, который смотрела моя мама, это был какой, 12-й год, и я случайно просто услышала, нам не важно, какой вы роста, какая у вас внешность, нам просто важен ваш голос. А в это время я подавала заявку на X-Factor, на американский. Вот. Если бы в эту секунду я проходила и объявили бы, что проходит Voice во Вьетнаме, приезжайте, я бы полетела бы во Вьетнам. То есть у меня не было целенаправленно такого, я лечу в Россию, потому что Россия – это Россия. Ну, возможно ли была бы карьера в России, если бы человек не ездил выступать в Крым? Я не могу ответить на этот вопрос. Меня это как-то совершенно не коснулось. Мне просто очень многие вещи внушал Макс. Он мне говорил, давай так, вот ты сейчас ничего совершенно не знаешь, вот ты приехала из Америки, там, у тебя совершенно другой какой-то менталитет, и не надо тебе ничего знать, вот просто делай так, как я тебе скажу, и все. Я говорю, Макс, а в чем дело? Почему есть вот такие вот какие-то? Он говорит, ну вот ты же говоришь, что ты творчеством занимаешься, да? Да. Вот я тебя просто буду направлять. Занимайся творчеством, просто делай так, как я тебе скажу. И не надо никуда углубляться. Я сказала, хорошо. Но, тем не менее, несколько лет назад на открытии МКФ вы поете песню, написанную Марией Захаровой, да, в память о погибших в Донбассе.
Ну тут уж как бы, извините, но тут все уже Значит, у черным этой по белому. истории было 10 тысяч всяких разных интерпретаций. Да. Мне рассказали о том, что, значит, первая интерпретация, Давайте что это сначала. война. Вы с Захаровой дружите? Ну, здравствуйте. Нет, конечно. В интервью Собчак вы называете ее Маша. Ну, тогда это была Маша, а потом мне Макс сказал, не называй ее Маша, потому что она, мол, вот занимает вот такой-то, такой-то пост. Я говорю, Макс, ты знаешь, мне как бы все равно, какой пост кто занимает. Вот Короче, для меня приходит это Маша. она к вам с песней или приходит Нет, Фадеев приходит с песней? Фадеев. У меня с ней контакта вообще никакого не было. И Макс мне говорит, здесь одна песня есть. Она такая: за мир, за погибших людей на войне, которые погибли там в Великую Отечественную войну. Вы прямо сказали Великую Отечественную Да, войну. Великую Отечественную войну. Нужно эту песню спеть. Это большая честь, если ты выступишь там на открытии фестиваля, потом ты споешь ее в Кремле. Это очень хорошая миссия. На что я соглашаюсь. Я говорю, да, конечно. То есть вы не гуглите, кто такая Захарова, вы не Я понимаете, о чем ничего не песня? гуглю, мне это не интересно. Вам 40 с лишним лет на этот момент. Да. И вы не... Я же говорю, вы можете меня считать совершенно легкомысленной. Но это не Вот. легкомысленность. А что это? Вы хотите сказать, что я знала об этом и сознательно на это пошла? Или это как-то оплачивалось какими-то деньгами? Я сама на самом деле сейчас звучу как совершеннейший дебил, наверное, да? Но на тот момент я вообще ничего не понимала. Я говорю совершенно искренне. Мне рассказывает Макс, что это песня о Великой Отечественной войне. У нас происходит встреча с Машей Захаровой на вот этом самом фестивале. ММКФ на открытии, где она плачет, когда Где слушает она исполнение. плачет, да. До моего выступления она заходит ко мне в гримерку. Она говорит: Наргиз, спасибо вам большое за то, что вы исполнили эту песню. Эта песня посвящается погибшим в Сирии, солдатам. И тут я понимаю, что что-то не сходится. И мне неудобно ей сказать, как? Это разве не Великая Отечественная война? Мне же Макс сказал так. Я не могла ей этого сказать. Потом, когда я сказала Максу об этом, я говорю: Макс, подожди. Я говорю: какая Сирия? Ты же мне говорил Великая Отечественная. Он говорит: да какая нахуй разница? Сказал мне Макс. Я говорю: окей, хорошо. Когда я начала получать пинки, в принципе, я выложила, у меня там был этот пост, где я пою, и у меня начали писать комментарии люди, что ты прокладка кремлевская, ты Вы же тварь, ее ты пели на такая 300-летие сякая. полиции. И еще на многих официальных концертах. Ну, там-то как бы понятно уже, что она будет тиражироваться как официальная песня о Донбассе. Не понимали? Нет, не то, что не понимала. У меня не было информации, что это песня о Донбассе, потому что Макс мне сказал, что это Великая Отечественная война, а Захарова мне говорила, что это посвящено погибшим солдатам Сирии. А когда вы стали понимать? Я стала понимать все тогда, когда началось вот это вот самое давление на меня. Вот тогда, то есть я поняла так, что в России, если ты не внедряешься во все эти дела, тебя в любом случае втащит в это во все. То есть вы хотите сказать, что люди, которые сейчас поют на концертах в Лужниках, на концертах на Красной площади, они вообще не понимают, за Нет, что? они все понимают. А вы не понимали? Сейчас я не понимала. Я не понимала вообще ничего. Мне никто не объяснял, и Макс мне просто сказал о том, что если ты хочешь, чтобы было все хорошо, ты только меня слушай, никого не слушай вообще. И у тебя все будет хорошо, с твоей карьерой все будет нормально, все будет хорошо. Ни один концерт не оплачивался. День полиции, день милиции, день дворника, день хуёрника, извините за выражение. Мне сказали идти петь. Я шла и пела. То есть вы это делали даже не за деньги? Даже не за деньги. Это не оплачивалось вообще никак. То есть ни одно мое выступление в Кремле не было оплачено. Может быть... По любви, что ли? Может быть, Макс... Нет, как все переговоры шли только через его продюсерский центр. Все абсолютно переговоры. Я ни с кем напрямую из организаторов мероприятий не общалась. Никогда. Ну, просто бывает так, что или за деньги, или за идею. Нет, А вы за что? это было за Макса, наверное. Потому что Макс, я работаю в его лейбле, он мне говорит: иди и пой. Я иду и пою. А если вы говорите: я не пойду? Я не хочу выступать на Дне полиции. Мне неприятно. У меня такого не было. Я просто выступала, и все.
Когда я начала понимать, что это вообще такое, я стала понимать, что я иду совершенно в неправильном направлении. У меня начались комментарии под постом, потом я начала вникать, почему меня в список миротворца поставили. И потом я стала чаще, конечно, смотреть уже Невзорова, вникать в какие-то вещи. И чем глубже я погружалась, тем хуже мне становилось. Я просто ненавидела себя за все то, что я натворила. Здесь уже даже не Фадеев. Здесь просто сам факт того, что я была настолько глупа, что я не вникала во все эти дела, потому что это очень серьезно. Потом в 2018 году, значит, сейчас я расскажу, как это произошло. Меня вытаскивают из миротворца и ставят туда Фадеева. И начинается вот это вот самый разгром меня по всем федеральным каналам, когда я пошла на интервью к Собчак, за что меня, собственно, и распяли там на этих федеральных каналах, потому что меня Ксюша спросила: ты бы привезла сюда своих детей? Я сказала: нет, конечно, каких детей? Во-первых, американцы, ну действительно, взрослые дети. Куда их везти? С детьми уже. Почему? Я сказала, что я чувствую себя незащищенной. Это действительно, на тот момент я чувствовала себя совершенно незащищенной. И почему, в принципе, я должна молчать? Почему я должна скрывать это и знать о том, что это нельзя говорить или что-то можно? Democracy, right? Оказывается, it's not democracy. А вы не знали? Не знала. Но если бы, наверное, знала, то никаких бы моих концертов в Кремле вне милиции не было бы. Я хочу вам сказать очень важную вещь, Катя, что при всем при том, что происходило, при всех моих выступлениях и незнании чего-то, да, неведении чего-то, в любом случае я сделала верный шаг в своей жизни. Я не осталась со всем этим. И это не потому, что там в какой-то момент мне просто перекрывали кислород. Я никогда бы не осталась бесхозной. То есть я бы никогда не осталась без работы. Ну, смотрите, плюсы очевидные. Здесь вы можете петь песни, которые там не можете. Здесь вы можете гастролировать, а оттуда уже никуда не поедете. И здесь есть какие-то перспективы, а там есть перспективы только оставаться в одном и том же замкнутом пространстве с Максимом Фадеевым. Скажу вам больше. Один известный человек, опять не буду называть имени, сказал мне такую вещь: послушай меня, Наргиз, ты знаешь, что сейчас у тебя есть просто бешеный шанс стать мега-суперзвездой. Сейчас все отсюда уехали, и ты имеешь возможность здесь зарабатывать такое бабло, которое тебе не снилось. Ты будешь зарабатывать в 10 раз больше, чем ты зарабатывал, потому что никого нет. И этот же человек мне сказал, что Фадеев ничего не сможет сделать. Просто твое согласие. Говори, да или нет. Вот если ты хочешь, все, у тебя будет все в шоколаде. Мне гарантировали покой, полную защищенность, большие деньги, гастрольную деятельность. Я от всего этого отказалась. Это известный человек. Я не буду говорить, кто это. А почему не будете? Не хочу говорить, кто это. Этот человек, наверное, в скором времени покинет. Вот когда этот человек покинет эту страну, вам станет ясно, кто это. Пока я не буду говорить. У меня есть на это причины. В тот момент, когда вы узнаете, что на 50 лет ближайший вам запрещен въезд в Россию, что вы чувствуете? Я этого ожидала. Я не думала, что это будет именно так, но я понимала, что это будет как-то. Потому что, когда все началось, я, во-первых, не могла прийти в себя первые, там, я не знаю, недели две. И люди из шоу-бизнеса причастны, ну, там, не звезды. Я не буду называть имен, просто говорили мне: Наргиз, молчи. Вот просто молчи. Я говорю: в смысле? Все случилось, вы говорите про войну. Да, когда случилась война, да. Они мне говорят: молчи, у тебя и так большие проблемы. Молчи, если ты сейчас что-то скажешь, если ты сейчас выставишь пост или что-то, никто не сможет тебе помочь. Там уже другой уровень. Я чувствовала свою беспомощность в этом.
И от этого мне становилось еще хуже. И я просто никогда не смогла бы жить с тем, что я молчу и ничего не говорю. Я не говорю уже о том, что мне оставаться здесь, потому что план уже сразу у меня созрел. Если в 2018 году, после того, как мне закрыли все пути, я подумывала об этом, то война мне поставила окончательную точку уже в этом решении. Я выставляю пост, и мне говорят, ну все, пиздец. Очень влиятельный человек сказал. Я говорю, ну, я не могу по-другому. Ладно, остается только ждать, что будет дальше. Тут мне звонит мой двоюродный брат из Ташкента и мне говорит, слушай, давай-ка ты сейчас, чтобы совсем с ума не сойти, приезжай немножко, побудь тут. Ну, просто хоть немножечко, чтобы развеяться, потому что иначе, мол, типа, тебе будет, ну, совсем плохо. Я говорю, как в Ташкент? Он говорит, да, в Ташкент, а что? Это твоя родина, здесь твои родственники, мы тебя любим. И я улетаю. И здесь, находясь, вот первые какие-то там дни, естественно, вот эта вот война, каждый день какие-то еще новости. Я подписана на телеграм Александра Глебовича Невзорова, я слушаю его постоянно наповал, я прочла все его книги, я восхищаюсь этим человеком. И когда я слышу, что с каждым днем все хуже, Буча, Мариуполь, и я не могу больше молчать просто. У меня идут сторис, у меня идет все абсолютно. И все это пошло, завертелось, закрутилось. Мой брат двоюродный открестился от меня, потому что он взял другую позицию. Это тот же, который пригласил меня, да. Он сказал, я с тобой не хочу иметь никаких дел вообще. Либо ты заткнешься, либо ты... Я перестала общение с ним, и мне нужно улетать. Со мной была моя ассистентка. Мы прилетаем в Москву, выходим, и на паспортном контроле я даю паспорт, и женщина так смотрит, и так очень ехидно улыбается мне. Потом говорит, вам нужна дополнительная проверка. Я даже вообще не понимаю, о чем речь. Ко мне тихонечко сзади подходит мужчина и женщина. Говорит, Наргиз, здравствуйте, пройдемте, пожалуйста. Хорошо, мы проходим. Они мне показывают листок, вы опасны для государства, и поэтому вам въезд в Россию запрещен на 50 лет. Я говорю, хорошо, ладно, я согласна. Я могу хотя бы свои вещи собрать и уехать? Нет, вы не можете. И тут же вот эти люди, которые мне дают эту бумагу, она стоит, у нее вот такие слезы. Она мне говорит, Наргиз, ну как же так, это не мы, ну простите, пожалуйста, это не мы, это просто вот нас как-то... А вы звонили кому-то, вы пытались как-то решить эту проблему? Да, я позвонила Вите Дробычу. Да, я говорю, Вить, вот такая-то история, а это была ночь, он спал. Он говорит, я сейчас попробую узнать, что происходит, что к чему, потому что ты меня сейчас просто убила. Ты нормально, ты в порядке? Я говорю, я в порядке, мне ничего не надо, fine. Пусть будет так, мне только нужно забрать своих собак, забрать какие-то основные вещи, и я уеду. Витя перезвонил и сказал, что ничего мы не можем сделать. Это ФСБ постановление, и тут уже все. И вот эти люди, которые там стояли, они... Наргиз, а можно с вами сфотографироваться? Работники аэропорта. Я говорю, да, конечно. Это было так все... Это жалко все смотрелось. Они какие-то стали вот такие маленькие. Это не мы, это не мы. Тут ко мне подходит молодой человек какой-то и говорит, скажите, пожалуйста, а что случилось? Ну, видно, что это человек какой-то там из каких-то органов. Почему вам закрыли въезд? Я говорю, ну, я не знаю, наверное, из-за поста в Инстаграм. А что вы сказали в посте? Я говорю, я сказала, нет войне. Он говорит, ну зачем вы это делаете? Ну зачем? Какая война? Это не война, это спецоперация. Я говорю, нет, это не спецоперация, это война. Это война. Он мне говорит, вы понимаете, вы знаете, вот я лично, он так оглядывается, он говорит, я лично вас так люблю. Я вас обожаю. Зачем вы это делаете? Вот если бы вы молчали, я говорю, давайте так. Давайте вы мне не будете это все говорить. Вот вообще, по идее, я сейчас должен вас скрутить и отвезти в обезьянник. Я бы не хотела этого делать.
давайте мы вас отведем в другое место, вы сможете отдохнуть. Вы куда хотите улететь? В Нью-Йорк или в Ташкент? Я говорю, ну, пока мне нужно сейчас в Ташкент, потому что мне нужно, чтобы мой муж приехал, мои собаки, там, элементарно как-то. Меня отвели в кабинет, мне принесли воду, мне принесли еду. Вам кофе принести? Я говорю, ну, если не отравите, то принесите. Он говорит, ну, зачем вы так? Следующий рейс в Ташкент через 3 часа. Подождете? Я говорю, ну, конечно, подожду. Вот. Мне купили билет в бизнес-класс. Ну и, собственно, 3 часа, пока я там сидела, заходят 2 молодых парня, совсем молоденьких. Наргиз, извините, пожалуйста, нам одну процедуру с вами нужно сделать, пожалуйста. Я говорю, ребят, а что вы все жметесь, стоите? Извините, простите, это не мы, это не мы, это не мы. Я говорю, если это не вы, а кто? Я говорю, вы, не вы, вот эти вот не вы. Все не вы. Правда же, да? Я говорю, вам хорошо здесь живется? Заходим в кабинет, и в кабинете там машинка для отпечатков пальцев. Висит портрет Путина. Я зашла туда и сделала вот так. Они говорят, Наргиз, здесь стоит камера. Я говорю, мне плевать, что у вас здесь стоит. Этот парень так берет и не может никак моим пальцем попасть. Я говорю, слушай, ты мне просто скажи, как это делается. Я это все сделаю сама. Наргиз, простите, извините. И периодически кто-то проходит, работники аэропорта, и мне втихаря показывают, Наргиз, вы герой, Наргиз, вы молодец. И все это втихаря. И стоит девушка, я говорю, слушайте, девушка, я хочу в туалет сходить. Я говорю, можно мне? Она говорит, Наргиз, вы знаете, вообще обычно у нас под конвоем нужно, чтобы вы пошли. Просто сейчас ребят нет, а я не могу это место сейчас покинуть. Вы можете сами сходить, только, пожалуйста, вы можете вернуться. Потому что если вы не вернетесь, вас арестуют и посадят в тюрьму. Я пришла, сходила, захожу обратно. Он мне говорит, спасибо вам большое, что вы не ушли. Абсурд. Короче говоря, прошло 3 часа, я села в самолет, прилетела обратно в Ташкент. А все, меня встречают здесь родственники. И у меня сразу начинается план, каким образом мне теперь вытащить привести моих собак. А все остальное, у меня нет там ни недвижимости, ничего абсолютно, просто какие-то вещи, ну, на первое А сердце время. хотя бы кусочек? Ведь целая жизнь с 13-го года. Катенька, мое сердце там просто уничтожили, разорвали в клочья. И даже если бы я хотела любить, даже если бы я хотела, мне этого не дали сделать. Поэтому я уезжала оттуда, у меня не дрогнул ни один мускул. Если мне сказали на 100 лет, на 200, я не хочу ничего. Сейчас, в данный момент, я вообще ничего не хочу слышать о России, о Москве. Это правда, что из аэропорта, когда вас не впустили в Россию, вы звонили Марии Захаровой? Я? Нет, это неправда. Нет, это неправда. Я не звонила Марии Захаровой. Стойте, вот что было. Я позвонила к Вите Дробышу. Так. А когда Виктор мне перезвонил, он мне сказал, я только что звонил Марии Захаровой. Она не в курсе вообще. То есть вы не просили Захарова вам лично помочь? Я? Нет. Недавно, перед тем, как меня не впустили, произошла очень смешная история. Песня «Верните память». На какое-то мероприятие вдруг звонит ко мне администратор Люба Успенская. Звонит к Антону, там, ко всем. Наргиз срочно ищет Марию Захарову. Там уже такой поднялся просто вой. Кто только не позвонил. Даже те люди, которые никогда к нам не звонили, они начали звонить. Срочно, срочно, звоните, срочно. Я звоню к Вите, к Дробышу. Я говорю, Витя, а что случилось? Меня там Мария Захарова срочно ищет. Он говорит, да, ей понадобилась песня «Минусовка, верните память» песни. Она обратилась к Фадееву, а он ее послал нахуй. Я говорю, в смысле, они же там вроде дружбаны были. Не-не-не. Он говорит, она сказала, что он вообще неадекват, и, мол, он не дает. Ты можешь дать? Я говорю, да вообще без проблем. Какие проблемы? Конечно, дам. И я говорю, а у меня есть ее личный номер телефона. Я говорю, Мария, здравствуйте, вот песня «Наргиз, спасибо большое». И вот такие молящиеся ручки. Ну зачем? Что? Песня не нужна была.
Мне это без разницы. Эту песню пела Анастасия Спиридонова. Есть такая певица в России. Вот это тоже был обман, как она однажды, когда еще мы работали с Фадеевым, все, она мне говорит: Наргиз, звонит ко мне и говорит: ты знаешь, у меня есть одно мероприятие, я там на одном маленьком мероприятии выступаю. Можно я эту песню исполню? Там очень люди там высокие чины, у них там все. Я говорю: что за вопрос? Конечно, исполняй. И тут, значит, проходит какое-то время, показывают концерт в Кремле, она выходит и поет эту песню «Верните память». Я говорю: подожди, я что-то не поняла, что ли? Звоню к ней, я говорю: Настя, это вот это про это мероприятие? Ты говоришь? Она говорит: да, вот это вот, мол, типа концерт. Я говорю: ну ладно. Но это было смешно. Сейчас так российский шоу-бизнес все равно оказывается, по крайней мере, среди стран Содружества. И артисты российские приезжают и в Узбекистан, и в Казахстан, и Таджикистан. Но есть с этим связанные скандалы. Вот сейчас Лепсу не дали спеть в Казахстане. А когда приезжал сюда Киркоров, вы сказали, что он здесь никому не нужен, и зачем он будет здесь выступать? Нет, я так не говорила. А как? Я выставила сторис. Мы проезжали мимо, я видела этот горящий баннер, и смотрю: Филипп Киркоров. И что я сделала? Я сняла сторис и написала хэштег «Понаехали, блядь». И сказала: понаехали, блядь. На что Киркоров там начал что-то такое изрыгать. Вы знакомы лично? Я знакома лично. Я даже больше скажу. В те времена, когда после Юрмалы 86 потом меня пригласил оркестр Батхина, я с ними гастролировала по России, и в программе выступал Филипп Киркоров, совсем еще молодой. Мне было тогда 18. Мы с ним познакомились, мы с ним очень подружились. И тогда он создавал впечатление совершенно адекватного, нормального человека. А потом, через какое-то время, я уже рожаю свою первую дочь, Филипп приезжает в Ташкент. Он приехал в роддом вот с таким огромным букетом цветов. Он сидел у нас дома, мы сидели, ели там плов на кухне. С тех пор как-то все поутихло. Мы уже уехали в Нью-Йорк, мы тоже не общались, ничего. Потом, когда я уже приехала в Россию, мы пересекались, может быть, пару раз. Но вы считаете, что артистам, которые поддержали войну, выступать даже вот в пределах стран Содружества нельзя? Нельзя, тем более после того, что эти засранцы сказали, что они дадут там по 1 миллиону рублей, насколько я знаю, да, на то, что... Но это было еще так сказано мерзко. На закупку оружия. На закупку оружия. Ну как? Как после таких высказываний можно еще... Я вообще бы не позволяла бы им выступать нигде, даже до этих высказываний. А после этих высказываний тем более. Ну кто-то же их зовет сюда. Ну, давайте так. Их могут не звать, они могут сами напрашиваться сюда. Ну, кто-то же покупает билеты на их концерты. Не, покупают. Наверное, покупают, да. Я вот, насколько знаю, недавно должен был быть концерт Валерии, но там были не проданы билеты вообще. Насколько знаю, что Анни Лорак вроде выступала здесь. Хотя, по-моему, ей тоже в Казахстане отменили, если я не ошибаюсь, да, концерт. Но вы считаете, что такие выражения чувств ваших должны быть в том числе и публичными? Я считаю, да. Они не могут поддерживать войну, поддерживать где-то убийство и просто геноцид украинского народа и приезжать и выступать, как ни в чем не бывало. Я не понимаю этих людей, которые покупают билеты на их концерты. Это страшно. Как вы думаете, скоро ли вообще прекратится любая гастрольная деятельность артистов из России в самом даже ближнем зарубежье? Мне кажется, что достаточно скоро. Потому что эти люди, которые избрали вот этот вот путь остаться и не просто молчать. Я про тех, кто молчит, даже не говорю. Я сейчас даже не говорю про украинских артистов, украинских певиц, которые поддерживают войну. Это вообще отдельная история. Вот. Но мне кажется, что это будет отмена
У меня такое ощущение, что они останутся выступать у себя вот в своем маленьком вот этом самом мирке. Адекватные люди, они не побоятся ничего. Вот сейчас Казахстан отменил Лепса. Они могут это сделать. У нас отменили жару. Благодаря тому, что было написано миллион всяких петиций, и люди выступали против того, чтобы жара проходила в Узбекистане. А сейчас происходит карма. Потому что все те концерты, которые отменялись у меня, сейчас отменяются у них. Это школа, с которой, в общем, тоже все начиналось. Да. Сколько вы здесь лет не были? С того года, как я ее закончила. Все так отделано кирпичом, и все так аккуратненько, красиво, но вот эти вот все газоны, вот этот арык, это все осталось. Это арык? Да. По идее, там вода должна вот так вот течь, но, к сожалению, ее нет. Здесь у нас были труды. Вот, я, честно говоря, даже я учительницу свою по трудам, я ее совершенно не помню. Единственное, что я помню, как нас учили шить трусы. Трусы. Трусы? Это Да. сложно. В трудную минуту пригодится. Да. Вот здесь у нас проходили линейки. И, кстати говоря, я давала первый звонок. Пошла в 1 класс, 10-классник посадил меня на плечо. Для меня это было необыкновенное какое-то событие. Это была такая гордость. Вы себе не представляете. И меня выбрали из всех учеников, которые там стояли. Гладиолусы у нас у всех в руках, банты вот такие вот огромные. Он меня посадил, мне дали колокольчик, и я делала первый звонок. Вы были хорошая пионерка? Я, кстати, даже и комсомолкой была. Активисткой. Мало того, комсомолкой. Нас принимали в пионеры возле музея Ленина. Это была такая знатная церемония. Мы очень волновались. У меня трепетало все внутри. И у меня не было ни одного дня, чтобы мой пионерский галстук был не глажен. Хотя у других учеников они порой были такие скукоженные. А в какой момент вы стали понимать, что что-то с этим не так? Ой, позже, какая же я была ветреная. То есть я была пионеркой, потом я стала комсомолкой, а потом я сразу уехала в тур, уже выступать в 14-летнем возрасте. 8 класс, и я помню, и очень известный здесь режиссер Али Хамраев снимает картину «Невеста из Вуадиля». Этот фильм стал культовым совершенно здесь. И песню, там не одна песня, там 4 трека выбрали исполнять меня. Фильм приобрел какую-то невероятную популярность буквально в мгновение в какие-то. И у меня уже с этого момента начались какие-то выступления здесь. Вот. Телевидение, радио. У меня совершенно не было времени ничего осознавать. Я никогда не вдавалась в подробности по поводу комсомола, по поводу пионерии. Знала какие-то совершенно поверхностные вещи, связанные с этим. Мне хотелось петь, танцевать, видеть только все красивое, смотреть, созерцать, ощущать все красивое и больше ничего. Но потом уже достаточно в зрелом возрасте я стала разбираться. И не только в пионерии и в комсомоле, а во многих других вещах. Слушайте, Юрмала 86. Так. Во-первых, это самый западный фестиваль России. Да. Во-вторых, это правда важный фестиваль. И вы выходите на сцену не просто так, вы выходите на сцену с Фаррухом Закировым. Нет, это было немножко не так. А как? Значит, Юрмала 86 – это вообще был самый первый конкурс, который проводили в Юрмале. Как-то очень странно, что об этом замалчивалось везде. Почему Я не знаю. Об этом никогда нигде никто не упоминал. Никогда об этом никто не говорил, об этом конкурсе Юрмала-86. Хотя он действительно прогремел. Там были какие-то невероятные совершенно артисты. Прогремела Юрмала. Я выступала со своим дядей. Да. Дядя Фаррух? Но дядя сидел в жюри. Дядя не был конкурсантом, я была конкурсанткой. Вот. Дядя вообще не ожидал меня увидеть. Смотрите, ну вот в этом знаменитом видео вы стоите рядом с ним. Не забывай, если даже дороги продлят расставание, помни меня. Это был завершающий концерт.
когда уже вручены были всем призы, и это был просто завершающий гала-концерт. И эту песню, одна из конкурсных песен, это была вот эта самая «Помни меня», и вот эту песню мы решили исполнить в гала-концерте дуэтом. И поэтому эта запись сохранилась в Поэтому Ютубе. эта запись сохранилась в Ютубе. А конкурсная не сохранилась? Я не могу найти эту запись, я не могу найти запись второй песни, потому что у меня было 2 конкурсные песни. А вторая какая была? А вторая песня была «Гиподинамия». Оу, та самая. Потом, да, та самая. По-моему, Раймонд Паулс сам посоветовал эту песню исполнить. Честно говоря, я совершенно не прониклась, и она мне совершенно не нравилась. Но просто нужна была песня «Up-tempo». И поэтому я ее исполнила, вроде бы как я с ней справилась. Получила приз зрительских симпатий, потому что я была самая молодая участница. Мне на то время было 16 лет. А в этом конкурсе принимали участие профессионалы, уже певцы, которые долгое время на сцене, которые имеют очень большой, опыт за плечами. В жюри, это мой дядя мне потом расскажет, на обсуждении сидит редактор радио, и он моему дяде шепчет и говорит: ну, в общем, твоя племянница у нас, без обсуждения, все. Он говорит: как? Мой дядя говорит, а дядя у меня очень правильный, очень справедливый, честный. Он говорит: я не считаю, что это верный шаг, потому что рядом с ней стоят профессиональные певцы, и она совершенно не окрепшая еще, и будет, наверное, несправедливо по отношению к ним даже. А этот редактор: ты что, ты с ума сошел, да ты что? Вообще дядя Фарух явился основоположником моего творчества. Я не могу не спросить про это. Вы можете вспомнить, в каком возрасте вы услышали «Учку-дук, 3 колодца»? Учку-дук, 3 колодца, защити нас от Ой-ой-ой. По-моему, я с этой песней росла и жила как-то. Хотя у дяди Фаруха в репертуаре есть потрясающие песни, красивые, но по всем бывшим странам СНГ все-таки «Учку-дук» запомнился. Дядя Фарух иногда об этом говорит. Такие красивые произведения, такое все, ну вот «Учку-дук» и все. И тогда взял гран-при Родриго Фоменс, латышский певец, совершенно какой-то чумовой. Я до сих пор поддерживаю с ним связь, мы периодически списываемся. И когда я была в Риге со своими концертами, мы увиделись, мы провели невероятное вообще время. В общем, занял гран-при Родриго. Валя Легкоступова была в этом конкурсе. Мы с ней сдружились. Валя, Родриго, Эгидиус Сипавичус, по-моему, даже Ольга Кормухина была. И как гость программы был Валерий Леонтьев. И вот на одном из концертов Валерий Леонтьев, прознав о том, что какая-то из конкурсанток поет песню «Гиподинамия», сказал о том, что нет, она не будет эту песню петь, это моя песня. Слушайте, ну то, как вы там поете, по крайней мере, из той вот там 3 минуты 40 секунд записи в Ютубе, это совершенно фантастический голос. Честно вам скажу, я была такая лентяйка, я над своим голосом не работала, меня никто не учил. Один раз вот в эстрадно-цирковой студии после школы я пошла на вокальное отделение, и мне представили, естественно, вокального коуча. Она начала мне ставить голос, и почему-то, я это очень хорошо помню, она мне сказала сделать купол внутри. И она мне стала ставить там что-то, давить на живот. И я понимаю, что мне некомфортно. И из меня исходит какой-то совершенно неестественный, некрасивый звук. Ну и, естественно, я перестала заниматься вокалом. Я занималась чем угодно в эстрадно-цирковом училище. И я постоянно проводила время с цирковыми, с клоунами. Забегу где-то в хореографии, потанцую с девочками, где-то на бас-гитаре поиграю. Ну, в общем, вот так вот все сложилось. И по поводу голоса я вам могу сказать, что самой главной и основной школой, пускай это будет намного позже, моего вокала, это, конечно же, явился ресторан.
ораторский клуб. Моя работа. 13 лет в Америке работы в ресторанах. Там у меня есть тоже ваша любимая запись, там, где вы поете «Дом восходящего солнца». Есть запись такая. Кстати, очень неудачно. Я ее спела. Но между голосом вашим в Юрмале и вашим голосом в ресторане, помимо того, что там несколько лет, 1,5 десятка, Да. но там еще 4 октавы. Как так получилось? Это исключительно клубы и рестораны. Только там вдруг у меня откуда-то появился вот такой голос, потому что я очень любила слушать рок. Мне все время хотелось петь рок. То есть он сам съехал туда? Он сам туда съехал, все туда съехало само. И Хорошо, причем... а почему в голосе дальше вы начали петь таким вот, обычным голосом российской эстрады? Извините. Потому что я пошла в продюсерский центр, там, где нужно было петь голосом российской эстрады. Я все равно пыталась привнести что-то свое туда, но мне все время били по рукам. Мне все время били по рукам и говорили, не надо здесь манерничать и типа не выпендривайся, только немножко в другом. В другой Может, вы матом перестали ругаться? Нет, я просто... Мне неудобно как-то. Ну, в общем, мне сказали, не выебывайся. Все. Вот пой вот так вот ровненько, как нужно. Потому что есть определенный формат на радио. Там берут. Когда сильно манерничают, там никто ничего не берет. Есть определенный формат длины песни, там биты. Для меня это вообще темный лес, и я это не принимаю совершенно. Но приняли же. Потом я поняла, что это совершенно не зависит от формата. Это зависит от того, кто куда позвонит, кто с кем договорится и как эту песню продвинут. То есть поэтому история у нас вот такая. Это первая сцена Наргиз. Тот же самый пол. Да. Здесь не было занавес. Вот сюда я ставила проигрыватель с пластиночками. Исполняла всякие разные танцы, рассказывала стихи. О-хо-хо. Не изменилось совершенно ничего. Но он мне казался громадным, этот зал. Когда вы вернулись из Юрмалы, когда вы спели для фильма, когда уже у вас были гастроли, это была настоящая слава? Вас здесь на улицах останавливали? Да, она прямо вот мгновенно обрушилась на меня. И на самом деле для меня это было настолько неожиданно, что все так происходит. Но опять-таки у меня не было такого, чтобы я, почуяв славу какую-то, у меня начались какие-то изменения во мне там. Но в интервью своем в программе «До 16 и старше» вы говорите, вас спрашивают, что вы хотите в себе изменить? Вы говорите, я хочу победить свои капризы. Я имела в виду, что на то время я уже очень плотно гастролировала, и я очень сильно уставала. Со мной ездила все время моя мама. И мои капризы были, вот, собственно говоря, все основаны на том, что я говорила, мама, я устала, мама, я хочу спать. А почему вы не могли остановиться? Нужно было деньги зарабатывать? Потому что мама мне говорила о том, что, слушай, ты думаешь, все так легко и просто бывает в этой жизни. Быть артистом – это бессонные ночи, это перелеты, это переезды. Не всегда будет так, как ты хочешь. Поэтому это очень большой труд. Потом мама мне говорила, дочь, пожалуйста, давай хоть порепетируем. А я ненавидела репетиции. Я говорю, нет, мам, я буду выходить и петь. Все, что мне хотелось. Мне хотелось спать, отдыхать и выходить на сцену и петь. Но часто это бывало так, как не по моей воле, что ты не можешь спать весь день, в определенный момент тебе нужно ехать на прогон, потом идет там еще что-то, а потом тебе нужно выступать. Ну, вы бы пожелали кому-нибудь такой судьбы, как у вас было вот с 4 лет, в общем, вы на сцене? О, да. Это очень красивый путь. Конечно, пожелала бы. Если бы я желала бы начинающему какому-то артисту
то именно, наверное, пожелала бы так, вот как у меня все случилось. Вся моя вот эта карьера, я не знаю, если правильно это назвать, карьера, она вся состоит из спонтанности каких-то, из случайностей. Все происходило вот как-то вот. Кажется, как будто бы вам несколько раз пришлось начинать. Это не есть плохо. Мне нравится все время начинать, потому что проходит определенный период времени, как, например, моя Наргиз в России, предположим, да, прошел определенный период времени, который она уже проработала и просто начинала чувствовать, что я начинаю заниматься тупым зарабатыванием денег. Мне не приносит это удовольствие. Вот этот образ, который я уже изжила, истрадала, получила максимум от этого удовольствия, в моем понимании, как у человека все-таки созидающего, нужно заканчивать этот момент, если ты понимаешь о том, что ты не можешь уже больше в этой истории не то что существовать, а просто уже дальше не нужно изобретать велосипед. Пускай пройдет там, я не знаю, год, 2, 3, но обязательно придет в голову какая-то новая история. И без этого я не вижу вообще смысла. То есть сколько этих Наргиз? Первая Наргиз, та маленькая, которая поет на конкурсах и гастролирует? Нет, первая Наргиз, это была 4-летняя Наргиз. Я про 4-летнюю говорю. Которая ездит с мамой на гастроли. Я пела тогда за кулисами, озвучивала... Это был Ташкентский мюзик-холл. В программе выступал кукловод. У него были уникальные совершенно куклы, он сам их изготовлял. И вот одна из этих кукол, это был бегемотик Катя. Да, он стоял за этими куклами, и бегемотик Катя пел «От улыбки станет всем светлее». Это были вы? Это была я. Первая за кулисами. Мой дядя Батыр, это старший мамин, он меня сажал на плечо, я выходила, и мне надо было сказать фразу такую: «Не знаю, как мы вам, но вы нам очень понравились» в конце концерта. Это была первая Наргиз. Вторая Наргиз? Вторая Наргиз была уже, наверное, в Юрмале. Вторая Наргиз долго продолжалась и все никак не могла с собой найти какой-то компромисс, потому что мне не нравилось, что я делаю. Помимо этой Наргиз, которая гастролировала и пела «Не забывай, помни меня», у меня были проекты здесь, в Ташкенте. Я играла с рок-группой, называлась она «Домашняя работа». И у нас там был совершенно такой просто metal-rock, вот, где я была очень в нем нехороша, я не умела петь, я просто орала, как резаная, и очень переживала, почему я не могу так петь, почему я не могу так петь, как Led Zeppelin. Эта Наргиз длилась достаточно вот долго. А потом уже я выхожу замуж за Руслана Шарипова, это местный. Очень известный местный человек. У него была группа «Байт». Руслан здесь был тоже звездой, в общем-то. Конечно. Они пели невероятные какие-то песни. Они были красивые ребята с длинными волосами. И однажды там я на репетиции где-то репетировала со своими танцорами, и вдруг выходят эти ребята, и я увидела Руслана, и я понимаю, что все, я влюбилась в него. Я ему говорю: «Привет». Он мне такой: «Привет». Он садится, мы начинаем говорить, и уже вечером мы понимаем, что мы друг без друга жить не можем. Я думала, скажете, и родилась дочка. Примерно, да. Так все и было. А с Русланом это была уже третья Наргиз, потому что он мне написал несколько песен. Тут рождается совершенно другой проект. Это группа «Боляляр», которую создает Руслан. Мы отправились на гастроли, мы ездили по всему Узбекистану, а потом я забеременела. И я ездила где-то до 5 месяцев. А потом мне доктор сказал, что лучше посидеть дома, потому что это чревато. И я осталась. Когда у меня родилась дочь, был какой-то период, когда у нас ничего не происходило, ни музыки, ничего, но я долго не могла сидеть дома. Я отправляюсь в Москву, записываю 2 новых трека с Русланом вместе. Ну и вот эта вот история с Наргиз, она
Третья Наргиз, она достаточно долго продолжалась тут. Люди были готовы слушать все, что угодно. И достаточно такой у меня был насыщенная жизнь, творческая жизнь. И личную. Ой, а в личной один муж сменился другим. Ну, так вышло. А когда муж меняет мужа, Наргиз в этот момент меняется? Нет, Наргиз не меняется. Единственное, что Наргиз становится не то что строже, она не так уже смотрит лучезарно на все. Потому что я, когда выходила впервые замуж, я наивно думала, что это раз и навсегда, это так должно быть. Мы вот сейчас поженимся, и все. Мы будем жить вечно. Но, к сожалению, мой муж, он меня предал. И это произошло тогда, когда я носила ребенка. Во мне очень сильно сломалось все. Это был очень большой перелом не только в наших отношениях, но и вообще в моем мировоззрении. И я поняла, что не все так радужно. А почему вы не простили? Я не знаю, я не прощаю таких вещей. Если я бы простила, то это произошло бы еще раз. Но и второй раз я такой боли бы не выдержала никогда. Хоть и мне будут говорить и до скончания века, что физическая измена – это не измена, что это все… Нет, это не так. Это не так, это предательство. Но вы родились и выросли в советском Узбекистане. Неужели вы не боялись остаться одной? Вы знаете, я не боялась остаться одной никогда, потому что я никогда не была обделена вниманием мужчин. Хотя в школе у меня был очень большой комплекс, и меня дразнили. Я была очень худой. Меня все время дразнили, говорили, что там у тебя большой рот, большие губы, тонкие ноги, вообще ты там урод, я не знаю. В общем, это было… Почему я, собственно, и говорю, что я дралась. Были такие моменты. И за То есть вас дразнили, а вы били в ответ? Я выходила, дралась не с одним человеком, там, и на двоих, и на троих, и побеждала, и все было. Вот. Ну, приходилось вот так. А мы сейчас говорим о том, что не обделена внимание. Я никогда не боялась остаться одна. Я не думала даже об этом. У меня не было такого мысли. И не было в мысли, что надо срочно выходить замуж и рожать детей. Мне просто хотелось, и я это делала. Если бы мне не хотелось, я бы не выходила бы замуж и не рожала детей. Вот мой класс. Вот здесь был. Здрасте. Моей учительницей была Валентина Сергеевна. Валентина Сергеевна? Да. Валентина Сергеевна. Хорошая, добрая? Да. Я знаю, мне сказали. Одна. И она всегда говорила: так, дневник давай. Я знаю. Вот так вот очки она держала всегда. Говорит: дневник давай. Валентина Сергеевна, я забыла. А бошку ты свою дома не забыла? Вот так она кричала. Ой. А вон там мы курили. Ну, не в первом классе, конечно. А вон туда выходили драться. Раньше кто кого побил, кто победил, тот прав. Вот, и на этом же этаже у нас проходил урок узбекского языка. И я помню, что я учительницу по узбекскому языку ударила портфелем по голове. За что? Я уснула на уроке, вот, она меня вот так вот будет. И она мне говорит: ничего, что у нас, мол, урок сейчас идет. Я говорю: ну, я уснула, простите. Она говорит: выходи из класса. Я говорю: не выйду. Она говорит: выходи, я сказала. Я говорю: не выйду. Она берет мой портфель вот так и выкидывает, вышвыривает. Я встаю со своей парты, беру ее сумку и вышвыриваю тоже. Она была такая невысокая, рост у него была такая прическа. И она говорит: я тебе сейчас как вот так дам. У меня был прям вот так вот портфель, и я ей как шибанула. Все, и мою маму вызвали сразу в школу. И мама что? Мама плакала, сидела. А когда приходил папа, все наши учителя: здравствуйте, Палат Семенович. У нее все хорошо, она замечательная. Она так хорошо учится, все хорошо. Мы остановились на третьей Наргиз. Какая была четвертая? Это голос уже? Четвертая Наргиз – это уже голос, да. И вся история с Максимом Фадеевым. Это одна Наргиз? Нет, сначала была Наргиз роковая такая, настоящая. Потом случился Фадеев.
Наргиз сломалась очень сильно. Но вы все-таки были, похоже, в него влюблены слегка. Я? Влюблена как женщина? Нет. Кать, я человек очень откровенный, я могу сказать честно. Нет. Ну и, наверное, если бы я захотела, чтобы что-то происходило между нами, может быть, что-то бы и происходило. Нет, я не скрываю этого. Так сделать больно не может чужой человек. Больно сделал мне он очень. Ну, может быть, он меня любил. Я не знаю. 5-я Наргиз. 5-я Наргиз, она сейчас в периоде становления. Это новая Наргиз, и мне она безумно нравится. Как Она вам в уже вашем мудрая. возрасте? Ой, у меня потрясающий возраст. У меня все начинается заново опять. Все начинается сначала. Такое ощущение, как будто у меня произошло перерождение. У меня уже появилось море всяких разных предложений. Я работаю на интересных мероприятиях, на частных мероприятиях. Я выезжаю в Казахстан и везде. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Вы говорите, что татуировки на вашем теле – это, в общем, история вашей жизни. Какую из них вы хотели бы убрать, если была возможность? Я ее уже убрала. Вот она у меня закрашена здесь. Вот. Это единственная татуировка. Там была роспись Макса. Это единственная татуировка, о которой я пожалела и которую я закрыла. Что с вами будет через год? Ой, вот этого я не знаю, потому что я человек очень спонтанный, как я говорила. Я не знаю. Может, я что-то услышу и увижу, и окажусь где-нибудь там на Мадагаскаре. Но сейчас я планирую все-таки отыграть этот тур и сделать очень глобальные какие-то перемены, открыть свой лейбл и начать работать на мир. А счастье? Счастье есть оно. Вот, счастье. Я сегодня живу, я просыпаюсь, сидите вы рядом со мной. У меня детишки мои, внуки, мамуля. Вот оно и счастье. Все любимые рядом, живы, здоровы. Не хватает только того, чтобы поскорее закончилась эта война. Вот чтобы сделать меня абсолютно счастливым человеком, мне, наверное, нужно только это. Потому что ой, больно мне.